Здравствуйте. Вот тут в Твиттере сейчас была новость такая, что министр обороны Канады сказал, что Россия делает военные преступления, совершает военные преступления на Украине. Ну, не буду отрицать, как бы это вообще понятно. Вот, и вот эти вот комменты меня убили, комментарии, что ой, как же так, военные преступления, а мы молчим, где же Гаагский трибунал, почему мы ничего не делаем, почему мы делаем недостаточно. Послушайте, ребята, ну вот я, конечно, заметил, что там очень многие довольно-таки туповатые, которые вот валят за трудом, не понимают, что он делает, не видят, что он делает, но давайте на секунду остановимся и поймем. Не бывает войны без военных преступлений. Это факт. Это нехорошо. Не говорит, что это хорошо, не говорит, что так должно быть. Изначально не должно быть войны. Но когда есть война, военные преступления всегда есть. Ничего в этом нового, ничего особенного. Вспомните Ирак, Ливию, Афганистан, когда американцы были, Афганистан, когда русские там были, Вьетнам, давайте вот Япония, Хиросима, Нагасаки, тогда вообще атомное орудие применили, сожгли оба города вообще к черту. С детьми, с женщинами, с бабушками, с дедушками, всех вместе сожгли. Никто даже не давал им времени эвакуироваться, просто замочили. И не потому, что пытались какую-то военную базу там убить, а просто вот кинули так, чтобы показать, что могут. Вот вам, пожалуйста, а что же все молчат до сих пор? Никто ничего не говорит, никто не сказал, что вот этот президент, тогда вот он виноват, надо было его тогда судить в тюрьму и так далее. Что? То же самое, он у нас трудо без войны принял чрезвычайный акт, который раньше назывался военный акт, и воспользовался им, чтобы загасить демонстрантов лошадьми, отобрать деньги у них, заморозить их счета. Тоже преступление. И тоже как бы войны не было, но акт введен военный был. Вот, пожалуйста. И что они сейчас все сидят там и умничают и пишут, что о, мы недостаточно делаем, как же так, они же преступники. Все наши правительства преступники. Их всех надо судить за то, что они делают. Где вы были, когда Каддафи тогда без суда, без ничего, его повстанцы с вашей помощью, с помощью Европы, НАТО, Америки, с вашей помощью, особенно Франции тогда, демократы великие, с вашей помощью его тогда замочили, по всему миру показывали ролик, как его ногами мочили, он весь в крови, а потом повесили. Где вы тогда были? Вы кого-то судили за это? Вы за это преступление кого-то судили? Его должны были поймать, судить. Вот Хусейна, например, там, цивильные, да, во время войны в Ираке была куча военных преступлений. Американцы подходили к городу, давали 3 часа людям эвакуироваться и сносили город с лица земли. Кто не успел, тот опоздал. Да, collateral damage, побочный ущерб был всегда, гибли мирные люди. Неважно, по правде ты зашел туда, не по правде. Кричали, что есть химическое оружие, а его не нашли в конце никак. И никто не судил Америку, никто санкций не вводил. Гаагский трибунал ничего не проверял. Не надо лицемерить всем. Вот что вы сидите и вякаете? Да, есть война и есть военные преступления. Никто не спорит, но судить надо всех тогда. И это подводит обратно к моему заключению до этого, что все наши политические элиты надо судить. Они все преступники. И в том, что разожгли войну, и в том, что ведут войну, и в том, что еще и подливают масло в огонь, чтобы война не оставалась, чтобы можно было потом на эту войну скидывать все свои неудачи в своих странах в плане экономики и так далее. Их надо судить первыми. Демократию надо строить настоящую. И думать о своих странах. И тогда в чужие страны не надо будет войной ходить. И все. Но я как бы, опять же, чтобы никто не понял, есть ли военные преступления на Украине сейчас? Да, конечно. Я не спорю. И наверняка серьезные. Но гибнут же мирные люди. Если мирные люди гибнут, значит есть военные преступления. Я думаю, даже из двух сторон. Потому что украинская армия, когда стреляет артиллерией, тоже иногда бывает попадает в мирных жителей, убивает на Донбассе. Тоже военное преступление. Ну, так что, ну, как бы, это плохо, да. Но сидеть дома вот так на диване, рассуждать, что, ох, они делают военные преступления, надо их гасить. Надо их... Ребята, посмотрите в зеркало, посмотрите на ваши страны. Когда канадские солдаты говорили своим офицерам, что мы тут тренируем армию иракскую, они показывают нам видео, как они избивают, мучают,
насилуют женщин и так далее, убивают. Ну, и кого-то судили? Это военные преступления были? Кому-то что-то сказали? Ой, извиняюсь. На правду, как говорится. Никого ничего не сказали, никого не судили. Ну, как бы, опять же, я же просто не к тому говорю, что то, что русские делают, это хорошо. Но судить надо всех. Все наши политические лидеры, они все преступники. Их всех надо судить. Вот и все. Не надо сидеть там в Твиттере и кричать, что надо Россию наказать. Надо всех наказать. Что все к этому привели. Эта война, не только Россия в нее вложилась. Америка свою лепту внесла. Европа свою лепту внесла. Пожалуйста, давайте их всех судить нахер. За то, что мирные люди гибнут. То, что дети остаются без дома. Дети без семьи остаются. Сироты. Давайте всех их нахер судить. Они все виноваты. Они сидеть, и вот вышла эта министр обороны наша кривая, начинает рассуждать, там эти виноваты, военные преступления. Слышь, овца, ты посылала наших инструкторов тренировать неонацистские батальоны, и что дальше? Тебя тоже надо судить за это военное преступление. Хотя ты и министром стала недавно. Но ты-то знала, ты была в политике уже. Ты знала, что происходит? То, что у тебя внучка нациста там это сидит, подвякивает, а сама сидит на совете директоров в мировом экономическом форуме. Вы это знаете? И что вы молчите? Тоже преступление. Какой у нее? У нее конфликт интересов наверняка, если она работает на компанию такую. И что, нормально это вам? Вы все это заминаете под коврик? Мы такие хорошие, мы добрые, пушистые, демократические. Замочили конвой свободы, но мы все равно демократы. Это они плохие. Они хотели нашу демократию забрать. А вот эти вот безоружные водители грузовиков, которые стояли там напротив парламента, ждали, чтобы вышел с ними и кто-то поговорил. Вот они хотели демократию нарушить. Они хотели сделать диктатуру. Не тот осел, который в 2015 году уже сказал, что он хочет диктатуру в Канаде. Не. А вот эти вот расисты, нацисты, вот эти, которые стояли напротив парламента с детьми, там, горки детские делали, там, улицы убирали за преступностью. Вот они, расисты, они покушались на демократию в Канаде. Ну вот, как-то так. Лицемерие продолжается. Еще раз говорю, судить надо их все, они все преступники. Труда в первую очередь, тут в Канаде, по крайней мере. И заместительницу эту, Фриланд Галимую, тоже судить. И всех их судить, всех этих депутатов судить. И оппозицию тоже можно судить. Че, они-то видели, что происходит? Могли бы поднять массы. Видят, что что-то не то. Поднимайте массы на мирные демонстрации. А как иначе? Сидеть, ждать 4 года, пока до следующих выборов, чтобы опять какие-то овцы, которые слепо верят СМИ, которые пропагандируют правительство, чтобы они опять голосовали за то же самое правительство? Да он ничего не боится Труда вообще. Он 2 раза нарушал код этики государства. 2 раза его признавали виноватым. Каждый раз говорил, извините, ребята, я не знал, но больше так не буду. Нормально вообще? И продолжал выходить на выборы 2 раза после этого. Ну. Ой, вот из-за этих людей, которые тупо, слепо слушают, что им говорят, а потом пишут в комментариях, что да, конечно, надо. Вот из-за таких людей нам тяжело делать демократию всем. Что должна быть демократия, а они просто не понимают вообще. Они не думают головой и не разбираются, что происходит. Да, кто-то совершил военное преступление, надо судить. Но завтра сказали бы, что Байден военное преступление совершил. Че, вот Нуланд признала, что есть биологические лаборатории, и не отрицала, что есть биологическое или химическое оружие в Украине. По крайней мере, не отрицала. Могла бы отрицать. Она же Америка, она же знает все. Могла бы отрицать, сказать, нету оружия. Но ее спросили прямой вопрос, на который есть ответ да или нет, и она не ответила. Ни да, ни нет. Это нормально. Тоже преступники. Надо судить. Ну, вот такой вот вечером выплеск чувств, так сказать. Не знаю, что будет дальше. Вообще, конечно, уже нет сил, пока эта война идет. Надо, чтобы заканчивать. Действительно, уже гибнут куча людей, мирных. Хватит уже. Оглянитесь, посмотрите, кто в этом виноват. И направьте свой гнев народный
на тех, кто действительно этого заслуживает. И на Путина, и на Зеленского, и на Байдена, и на Труда, и на всех этих уродов, и всех их помощников, и всех этих советников их. На них направляйте гнев. Вот кто на самом деле виноват во всем, что происходит в нашем мире. Вот как-то так.